Слушай, у меня сейчас важный разговор к тебе. Хотел поговорить о моей отвязке от времени. Тебе все равно здесь оставаться нельзя. Я готов позволить жить бесплатно у себя в бункере, но на правах слуги. Ничего. Примерно так я могу описать послевкусие после, давайте будем честны, почти десятка серий. Отстойный план Лаи, полное отсутствие скинта, чтобы нормально платить Тадмавриэлю, тотальное недоверие Пита, который скорее хейтит организацию, но явно не будет пытаться поломать ее, а самое главное, понимание. Да, все то, что я описал, понимаем не только мы, но и персонажи. Цитата: «Мы буквально вернулись туда, откуда начали». Серия за серией, ссора за ссорой, шаг за шагом, продвижение в никуда и сюжетное добивание, что как бы мы ни хотели и не хвалили друг друга, у нас полное отсутствие контроля. Нам некуда бежать, мы явно не успеем заплатить Тадмавриэлю достаточно, ибо организация давит на меня все больше и больше, и по итогу... А что по итогу? Даже у меня убито полное понимание, что делать дальше. За десятки серий мы попробовали почти все, что только можно. И да, пришли в никуда. Короче, даже у меня нет идей, что делать дальше, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы там же, где и начали. Да, у нас очень много данных про организацию, да, у нас есть Лая, Вальдхар, мы пытались телепортироваться, получали по жопе от антискинда, получали по жопе от времени, получали по жопе от Тадмавриэля, и все. На этом моменте я понимаю, что нет, мне непонятно, что придумать еще. Правда, на данном этапе у меня стойкое ощущение, что либо наша троица что-то меняет и решает, либо мы так и сидим и ни к чему не приходим. Да, гусыня? Короче, правда, интересно, что скажут другие, но перед этим тренировочка, наша любимая, которая дает примерно 3000 опыта. Сейчас должно быть 6280, да, спасибо. Блин, сколько бы я ни думал об этом, сколько бы ни наматывал круги по бункеру, в итоге все упирается в одно. Нам необходим свой человек в организации. А, привет, Пит. Ну не. Ну, с Питом мы уже, да, поняли, не получится. Малецкий? Не, Эй, привет. согласен. Пита мы потеряли, а вот Малецкий точно не вариант. Совершенно очевидно, что мы не сможем его убедить участвовать в заговоре. Он слишком верен идеалам организации. Нет, точно не Малецкий. Скример... Беннет... Здравствуйте. Со всеми остальными сотрудниками контакты у меня были слишком поверхностные. Прям слишком. О, кстати, Да, есть привет. еще, конечно, Олли, но... Нет, он какой-то немного странный. Вроде бы правда приятный парень, но... Я бы не смог ему довериться. Если так подумать, мы вообще толком ни с кем не знакомы. Да и самое главное, сиделкам, скорее всего, гораздо сложнее перемещаться из Синклита в ветки. Нам нужен надежный человек, который готов пойти до конца. А еще лучше, чтобы у него был какой-то контакт с высшим руководством. Чтобы у него был реальный шанс получить доступ к секретной информации. Например, человек, принимать на работу которого зачем-то пришла одна из членов совета директоров. Человек, которому почему-то делают много поблажек и исключений. Я знаю только одного такого человека. Черт. Ну неужели и правда не осталось никаких других вариантов? Нет. Сколько бы логических цепочек я не строил, они все приводят меня к этому выводу. К выводу о том, что наш единственный реальный шанс добиться хоть чего-то в борьбе — это моя отвязка от времени? Нет. Если я отвяжусь, то смогу попасть в Синклит и попытаться получить доступ к нужной нам информации. Лая, конечно, уже отвязана. Она могла бы сделать вид, что передумала и вернулась. Но, во-первых, мы не знаем, что с ней сделают за ее предательство. Я не хочу, чтобы она так с собой рисковала. А во-вторых, если даже ее спокойно примут обратно, то никто не будет доверять ей действительно важную информацию. А для нас важно иметь в Синклите человека, который может втереться в доверие. Я в этом плане уже, ну, вроде как частично продвинулся. Предложить Вальдхару отвязаться тоже не вариант.
Если организация о нем узнает, станет ясно, что я их обманул и сдал фальшивый отчет о ликвидации выжившего. Что в итоге будет дальше? Да вот примерно вот так. Вероятнее всего, они сперва захотят исправить мою ошибку, а затем и меня накажут. Ну да. Так она себя ведет точно. И все равно нет. Я не хочу признавать, что моя отвязка вообще возможна. Я не хочу даже думать, что все это время Луиза и Малецкий не блефовали. Мне страшно представить, что со мной будет, если я действительно отвяжусь. Так, ладно, все, хватит. Я уже несколько часов думаю одно и то же по кругу. Надо обсудить этот вопрос с Вальдхаром и Лаей. Это будет тяжело. Особенно, когда в глубине души я надеюсь, что они придумают план получше. Ладно, я, наверное, сначала попробую поговорить с Вальдхаром, потому что это будет хотя бы не так тяжело. Писец, ложка! Я буквально вначале говорил о том же самом! Ну ладно, об отвязке я не говорил, но сам факт, что мы действительно не знаем, что делать. Все наши планы — это как об стену горох. Буквально ничего не работает. Ай, короче, что там, Вальдхар? О, ты погляди-ка. Ну, как обычно. Привет. Здорово, Ло. Это чё, ты там все топаешь в коридоре, что ли? Ты спортивной ходьбой занимаешься? А это... со мной-то поджиматься на перегонки не хочешь? Нет, спасибо, Вальд. Эх ты. Слушай, у меня сейчас важный разговор к тебе. Так, слушай, а давай только не про мой якобы страх, окей? Я не ожидал вчера, что ты начнешь принцессе поддакивать. Я думал, ты на моей стороне, Ло. Да, слушай, я на твоей стороне, Вальд. Но немного не в том смысле, в каком ты себе это представляешь. Чё ты? Слушай, да я не об этом хотел поговорить, не об этом. О чем тогда? Я хотел поговорить о моей отвязке от времени. После изложения всех аргументов. Блин, ну, я понял тебя, Ло. Так-то да, я согласен. Это наилучший вариант. Что? Подожди, серьезно? Вот так просто? Ну, да. Так тут ничего сложного-то и нет. Понимаешь, Ло, мы что-то все время болтаем, но ничего конкретного не предпринимаем. А если и предпринимаем, то это заканчивается вообще ничем. А я очень не люблю сидеть и бездействовать. Я бы и сам, может быть, даже, знаешь, отвязался, что ли. Эй, Вальд, подожди, да куда ты так торопишь события? Я не знаю, давай для начала хотя бы я отвяжусь. Посмотрю, что это такое, и потом уже решим, ладно? Ну ладно, допустим. Хотя я бы предпочел находиться в эпицентре движа. Понимаю тебя. Но опять же, давай пока повременим с таким серьезным решением. Ну... Ладно. Спасибо, что поддержал меня. А чё? Как я мог тебя не поддержать, Ло? Ты железно обосновал свое решение. А других вариантов я, как и ты, здесь вообще не вижу. Почему? Почему ты так быстро согласился? Вальдхар, ну не подводи меня так. Слушай, подожди, это все-таки еще не совсем решение. Нам еще нужно с Лаей это обсудить, понимаешь? И ей, скорее всего, эта идея не совсем понравится, Чё? Почему? О, ты просто не слышал ее страшные рассказы об отвязке. Страшные? Ага, она мне с самого знакомства постоянно повторяет, что мне ни в коем случае нельзя отвязываться. И вообще-то я понимаю, почему. Поэтому вот, я так долго не мог даже мысли такой допустить. Но мы сейчас в таком отчаянном положении находимся, что... Вот, пришлось задуматься. Возможно, другого шанса у нас просто нет. А знаешь, я вот считаю, что твоя идея зашибись. Зови давай Лаю сюда, мы ее убедим и задавим числом. Ты серьезно? Думаешь, нас двоих будет достаточно, чтобы задавить Лаю числом? Ну да, ладно, тут ты прав. Силы явно не в нашу пользу. Но поговорить все равно надо, так что я, да, пошел за ней. Давай. Вальдхар. Кажется, он совсем не понимает, что такое отвязка, раз вот так легко соглашается на этот вариант. Возможно, Лае удастся донести, насколько это серьезный шаг. И вместе мы придумаем что-то, чтобы, ну, как минимум избежать этого. Да? Да. Блин, ну такие мысли, когда, вот знаете, у тебя действительно больше нет каких-то вариантов куда-то двигаться, будут преследовать нас все чаще и чаще. Меня невероятно напрягает, знаете, какая серия? 60-я. Мне прям в голову запал этот эффект. Когда мы отказались убить Вальдхара, у нас появился опять же вот этот эффект. Со значком организации, со значком времени. А если вспоминать сезон «Голос времени», то это еще и значок Скинта. Кстати, а помните, в 61-й серии Тадмавриэль сказал, что
Скин связан со временем. Ладно, скафандр надеваем, прописываем пронус. Замечательно. Что? Кто? Тихо, Кто? успокойся. Знаешь, кажется, я начинаю понимать, зачем еще может быть полезна ваша практика стука в дверь. Это много для чего может быть полезно, Лая. Привет. Много разных сомнительных ситуаций можно избежать. Так, ладно. У тебя что-то срочное? Ну, как тебе сказать? Менее срочное, чем пожар в бункере, но более срочное, чем отжиматься с Вальдхаром на перегонки. Чего? То есть, да, короче, это довольно срочно. Можем прийти в бункер, чтобы мы втроем могли это обсудить? Да, конечно, без проблем. О, супер. Тогда жду тебя там. Ой. Что? Тебе нужно сначала что-то взять, понял? Напомню, в предыдущей серии она пошла искать свои старые наметки на планы, как свергнуть организацию, и, походу, сейчас она их предоставит, покажет, и, может быть, мы додумаем. Прописываем малус. Раздеваемся, заряжаемся, и к Вальдхару подбегаемся. О, Ло, ты уже здесь? Ты знал, что на ней рисовать можно? Это так классно! Ой. Привет. Так, что тут? Ах. Так, ладно. О чем ты хотел поговорить? О, принцесса, ты тоже уже здесь? Ну, как видишь. Лолошка. Да, точно. Так вот, я хотел с вами кое-что обсудить. Точнее, мы с Вальдхаром уже начали обсуждать, и мы обсуждали возможность моей отвязки от времени. Что? Ты сейчас серьезно? Да, Лая, абсолютно. О, черт. Лая, слушай, я очень серьезно задумался о том, что моя отвязка — это наш единственный шанс. Шанс добиться хотя бы каких-то намеченных целей. И я вот хотел спросить у тебя, что ты об этом думаешь? Ах, Лолошка, ты прекрасно знаешь, что я об этом думаю. Да, это правда, но все-таки... Так, короче, принцесса, мы вот это сло уже все обсудили и к выводу пришли. К выводу, что это единственный вариант. Я сидеть сложа руки больше не хочу. Пусть он сначала Ло отвяжется, посмотрит там, как ему в Синклите там, или как он там называется. А потом быстренько отвяжусь я, и мы вдвоем на уши эту вашу организацию поставим. Ой, Вальдхар, ну ты же совсем не понимаешь, о чем говоришь. Нет, Лая, если что, я ему отвязываться не предлагал. Это он сам выдумал. Да, я уже догадалась. Вальдхар, ты понятия не имеешь, чем это для вас может закончиться. Во-первых, нет никаких гарантий, что вы эту отвязку вообще переживете. Во-вторых, неизвестно, какими побочными эффектами она может для вас обернуться, если вы все-таки выживете. У мироходцев побочки, как правило, самые жуткие. И в-третьих, по болезненности это сопоставимо с действием концентрированного времени. И в-четвертых, жизнь отвязанного, повторяюсь, это ад без конца и края. Ну что, ты все еще хочешь отвязаться или как? Классная перспектива, правда? Это те самые страшные истории об отвязке? Да, Ло? Слушай, ладно, честно говоря, теперь я должен согласиться с принцессой. Я же говорила. Это ведь правда похоже на самоубийство. Вальд, я согласен с тобой, но у нас же просто не осталось других вариантов. Или, может быть, у тебя есть идеи? Да, ну слушай, я не знаю. Может, в другом направлении поискать? Каком? Да, попробовать все-таки найти живую ветку или параллельную реальность и там обосноваться. Понятно. Опять ты со своими мироходческими замашками. Нет, Вальдхар, мы уже решили, что так поступать не будем. Наверное, ты забыл, что существует еще огромное, если не бесконечное количество веток, в которых время закончилось. Но не для всех. Огромное количество невинных, типа богов, вампиров, фей, фавнов, прямо сейчас страдает от действия концентрированного времени. Вполне возможно, что среди выживших есть и другие первые. Наши друзья, Вальдхар. Ты же выжил? Значит, скорее всего, выжили и они. Представь себе, что твои друзья прямо сейчас переживают то же самое, что пришлось пережить тебе. О, блин. Угу. И это только из-за того, что организация занимается стиранием веток. Что? Лолошка, ты хотел сказать, организация стирает не те ветки и не занимается спасением выживших? Ну да, допустим, хорошо. В любом случае, это все равно вина организации. Вальдхар, ты точно уверен, что нам не нужно как можно скорее пробраться внутрь Синклита
и начать действовать. Блин, ладно, Ло, вот теперь ты прав. Что? Я вот даже не думал об этом, но мы не можем допустить, чтобы кто-то страдал так же, как страдал я. Я готов ради этого пойти на любые риски. Да блин, Вальдхар, погоди уж немного. Сначала на риск пойду я. Да, что, вы... Ах. Ты просто... Плевать, делай что хочешь. Я понимаю, что твоя отвязка сильно бы увеличила наши шансы на успех, и... Я хотела тебя уберечь, но... У меня тоже нет никаких других вариантов, которые бы обеспечили нам реальную возможность влиять на организацию извне. Раз уж ты готов жертвовать собой, то кто я такая, чтобы тебя останавливать? Эй, принцесса, ты чё? Мы же первые, блин! Ты думаешь, мы от какой-то отвязки сдохнем, что ли? Мы! Да ты не представляешь себе, насколько мы крутые, блин! Ах. Вообще-то, судя по всему, чем сильнее мироходец, тем болезненнее и опаснее для него отвязка. Чё, блин? Раз уж ты собрался отвязываться и мне тебя не переубедить, я правильно понимаю, да? Ну, только знаешь, если у тебя есть идея получше. М, Ладно, прости, Лая. Да мне-то что? Страдать все равно будешь ты. Раз уж ты собрался это сделать, нужно, чтобы мы из этого могли извлечь максимум выгоды. Будет глупо жертвовать собой ради слабых результатов, правда? Ну да, конечно, ты права. Вот-вот. Поэтому нам нужен, во-первых, конкретный и действенный план, как мы это все организуем. А во-вторых, ты должен быть готов к тому, что тебя ожидает в Синклите, чтобы не тратить лишние километры на адаптацию и сразу приступить к делу. Так, погоди, это о чем сейчас? О том, Вальдхар, что Синклит это очень особенное место. Наверное, ты уже знаешь, что Синклит это поезд, да? Ну, в целом догадывался. Чё, Пав, стоп. А зачем вам поезд, если у вас телепортеры есть? Ах, короче, слушайте. Этот поезд никуда не едет. Точнее, он постоянно двигается, но по кругу. Это нужно для того, чтобы сотрудники могли ориентироваться в хронологии событий. Сейчас попробую объяснить. Отвязка — это необходимая процедура для работников организации. Но это мы уже поняли. Минус время, он не привязан ко времени. Вы просто-напросто не попадете в Синклит, если не отвяжетесь, потому что он находится вне времени. Это мы тоже знаем. Пока что вроде все понятно. Нам это проговаривали. А, это Малецкий был. Ого. Слушайте, а поезд-то не маленький, если так подумать. Он прям получается какой-то бесконечно огромный. На практике же выяснилось, что отвязанным очень сложно понимать, в какой хронологии происходит событие в ветках. К тому же, и внутри самой организации хронология оказалась очень полезной. Благодаря системе дистанционного исчисления удалось гораздо лучше наладить все рабочие процессы. Например, с помощью километров можно отслеживать, кого сколько не было. Без системы движения сотрудники появлялись и исчезали бы в Синклите одновременно. Но благодаря тому, что за каждым сотрудником закреплено его место в вагонах, сотрудник появляется там через то число километров, которое его не было. Именно это позволяет отслеживать отсутствие относительно других и самого себя. Теперь понял, ладно. Это, кстати, очень умно. Задачи тоже ставятся на определенное количество километров. На выполнение задания дается 1, 2, 3 километра, 10. Нет необходимости привязывать задачи штурмовиков к локальному времени. Это тоже логично. Все остальные сотрудники таким образом имеют дедлайны и перерывы. Например, обеденный перерыв — это 100 метров и так далее. Короче говоря, течение времени, как выяснилось, не дураки придумали. Оно очень помогает организовывать жизнь и работу. Именно поэтому в организации придумали свой аналог течению времени. Километры. Круто. Лолошка, Теперь понятно. ты вот замечал, что Малецкий всегда приходит к тебе в правильном хронологическом порядке? Чё, блин? Ладно. Я имею в виду, что не было такого, чтобы Малецкий пришел и начал говорить о событиях, которые еще не произошли, и утверждать, что они уже произошли. Или вести себя так, будто вы с ним говорили до этого о чем-то, о чем вы никогда не разговаривали. Ну, кстати, нет, не было такого. Угу. Все наши встречи с Малецким логически шли одна за другой. Угу, вот именно. Это все благодаря системе дистанционного исчисления. О, офигеть. Это
Знаешь, мне даже посмотреть захотелось на этот ваш синклит. Только, Лолошка, я тебе говорю еще раз, не спеши с этим делом. Прежде чем мы примем окончательное решение и ты сообщишь о нем организации, нам нужно очень серьезно подготовиться. Первая проблема это вот, Вальдхар. О, ну, блин, то есть для тебя я, значит, проблема, да, принцесса? Как же это? Ты не думал о том, что если Лолошка отвяжется, тебе точно нельзя будет оставаться в этом бункере, м? Ну-ка и почему же? Да потому что этот бункер — проходной двор. И не забывай про подкрепление, которое должны прислать для помощи в поисках Тадмавриэля. Лолошка не сможет первое время после отвязки покидать Синклит. О, да, Да, потому что ему нужно будет восстановиться после такой тяжелой процедуры, Вальдхар. И вполне возможно, что в эту ветку будут отправлять других сотрудников. И Лолошка не сможет помочь тебе. Ой, да ладно, не нужна мне никакая... Короче, нам нужно все решить прямо сейчас. Даже если в итоге нам удастся избежать отвязки Лолошки, тебе все равно здесь оставаться нельзя. Лолошка, ты же помнишь, о чем мы с тобой говорили? Да, помню. А, прекрасно. Вы уже, оказывается, за меня все решили. И куда же вы собираетесь меня запихать, а? Да успокойся, мы просто собирались узнать у Тадмавриэля, как построить такой же безопасный бункер, как этот. Да. Знаешь, я не думаю, что он с нами поделится этой информацией. И платить, как я понимаю, нам нечем. Это пока нечем, но можно попробовать договориться. Да, типа я потом принесу ему много всего, потому что я ж сотрудником стану и все такое, не? Тадмавриэль? Ты! Ладно, все, наверное, куда проще. Ты... Какого черта ты здесь? А ну, цыц! Лаэтанна? Лолошка? В кои-то веки я согласна с Вальдхаром. Что ты здесь делаешь? Как обычно, пришел договориться. Ты чё? Ты прослушку на нас поставил, что ли? Тихо, Вальд, спокойно. О, а что ж такое-то? Вы правда думали, что я позволю вам ошиваться в моем бункере и не захочу проконтролировать, чем вы тут занимаетесь? Скажите спасибо, что я ваш питомник не истребил. Развели тут чертов зоопарк. Гуси, сопли какие-то с глазами. Этот вот пьяница, поглядите на него. А ну-ка рот свой закрыл, Да блин, Вальд, он же специально тебя провоцирует, ты что, не слышишь? Не позволяй ему так играть со своими эмоциями. Так, Тадмавриэль, получается, ты знаешь, о чем мы сейчас разговаривали, да? Поразительная сообразительность. Поняла. И что ты на это скажешь? Ты согласен поделиться чертежами бункера в обмен на что-нибудь? По-по-по. Он все знал. Он абсолютно... Что-нибудь мне точно не подойдет, Лаэтанна. Только скинт. Но скажу сразу, я не собираюсь эту информацию раскрывать ни за какую цену. Что? Почему это? Ну так это же очевидно. Тогда у меня больше не будет контроля над вами. А меня такое не устраивает. Хорошо, мы поняли. А что насчет других твоих бункеров? Я ни за что не поверю, что у тебя их всего 2. Ну наконец-то! Наконец-то хоть кто-то здесь показывает зачатки интеллекта. Но только лишь зачатки. Ты правда думаешь, что я пущу в свой бункер без присмотра эту свинью? Чтобы он мне все сломал? Нет, я своими запасными бункерами разбрасываться не собираюсь. Они мне могут пригодиться. И уж тем более, Лаэтанна, я не собираюсь раскрывать вам их местонахождение. Тогда зачем... Ладно, может быть у тебя есть какие-то предложения? Куда можно было бы спрятать Вальдхара? Естественно, мы тебе заплатим. Есть у меня один вариантик, но он будет стоить вам очень дорого. Что это за вариант? Данный экземпляр я готов поселить у себя во дворце за 500 тысяч кристаллов скинта. Да ты... Тихо, Вальдхар, погоди. Тадмавриэль, 500 тысяч? Ты же хоть понимаешь, что это неадекватная цена? Или ты специально называешь такую цену, которую мы не сможем заплатить? О, ну сможете вы заплатить или не сможете, это уже не мои проблемы. Но если вам совсем негде достать столько скинта... У меня есть еще один вариантик. Как я уже говорил, мне в бункере одному скучно. Особенно не хватает верного слуги. Да, Вальдхар,
Я готов позволить жить бесплатно у себя в бункере, но на правах слуги. Да ты чё, совсем охренел? Я тебе ноги мыть не буду, ублюдка ты кусок! Ноги у меня гораздо чище твоих рук. Мне от тебя такой услуги не нужно. Всего лишь нужно будет выполнять простые ежедневные дела. Протирать полы, подавать завтрак, обед, ужин, мыть посуду. В общем, вести хозяйство. Это же не так уж и сложно, да? Что скажете? Обалдеть. Блин, что? А как мы это Вальдхару-то предложим? Нет уж, мы лучше найдем тебе 500 тысяч кристаллов скинта. Нет, мы лучше сами построим Вальдхару новое убежище и без тебя справимся. Вальдхар, я понимаю, что тебе совсем не нравится это предложение, но... А ведь это реально, ну, такой прям единственно действенный способ прям моментально спрятать Вальдхара. Ему нужно просто стать слугой. Ну да. Правда, Вальдхар, это единственный на 100% безопасный вариант. Чё? Пойми же, нигде ты не будешь в большей безопасности, чем там. Да ты чё, блин? Ло! Ну ты сейчас серьезно пытаешься меня уговорить пойти на вот это, что ли? Это же просто... Вальдхар, успокойся. Сейчас я точно согласна с Лоу-ложкой. Пожалуйста, хотя бы просто попробуй. Да блин, вы... Блин, принцесса, ты туда же! Знаете, когда вы вот так вот оба против меня настроены... Нет, Вальд, мы Да не... у меня же ну просто нет сил возражать! Раз мои единственные друзья пытаются меня вытолкать нафиг из своего бункера, значит я реально вообще никому не нужен. Эй, ну что ты такое говоришь? Никто не пытается от тебя избавиться. Наоборот же. Мы всего лишь хотим обезопасить тебя. Да, ну Да и я к тому всё-таки... же, тебе стоит попробовать этот вариант до отвязки Лоу-ложки. Иначе потом уже точно будет поздно что-то менять. Если что-то пойдет не так. Пожалуйста, Вальдхар, ну прислушайся к нашим аргументам, прислушайся. Пока что это лучший вариант из возможных. Бункер Тадмавриэля лучше всего обезопасит тебя от времени и от верных псов организации. Да, все с вами понятно. Что же он понял? Ну давай, блин, делай со мной что хочешь. Раз уж я тебе нужнее, чем мои друзья. Эй, Вальд, ну не говори таких глупостей. Замечательно. Следуй за мной. Вот так вот, а. Да, как-то это очень быстро произошло. Я тоже офигел. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Не переживай, Лая. Мы точно знаем, что пока мы ему нужны, Тадмавриэль нам ничего не сделает. Разве что Вальдхару придется много-много злиться в ближайшие дни. Да уж, представляю. Слушай, мне правда очень жаль, но делать-то нам действительно больше нечего. Вагон-телепорт могут починить на любом сантиметре. Мы не знаем где, то есть когда к тебе в бункер заявится оперативная группа по поиску Тадмавриэля. Знаешь, по крайней мере, мы можем не беспокоиться о безопасности Вальдхара. Угу. А ведь он даже не забрал мистера О'Флафферти. Эх. Ну, мы передадим? Обиделся он на нас, да? Чё там? Мистер О'Флафферти, бутылка. Кстати, знаешь, что я подумала? Надо бы пересчитать свои дневниковые записи. Самые первые, сразу после отвязки. Возможно, там я найду еще какие-то полезные детали. Ну, знаешь, на случай, если в итоге ты отвяжешься. А то я сама отвязалась так много километров назад, что уже не все помню. Да, конечно, Лая. Это хорошая идея. Спасибо большое. Угу. Отдыхай. Блин. И вот я один. И вот я снова остался один. Какая же тишина в этом бункере. Гусыня! Эй, Гусыня, ты хоть покрякай, что ли? Отвлеки меня от этих тревожных навязчивых мыслей. До сих пор не могу поверить, что Вальдхар и Лая согласились с тем, что моя отвязка это правда рабочий план действий. Да, я вроде бы и сам предложил, но до последнего была надежда, что они переубедят меня. Скажут, что я там что-то упускаю, что вот же оно, вот оно, альтернативное решение. Черт, ладно, пока все равно еще ничего не решено. Может быть, нам предоставится другой шанс. Какой-нибудь другой вариант. Рано паниковать. Но я все равно паникую. А еще эта сцена с Тадмавриэлем. Ох, какой же Вальдхар все-таки обидчивый. Надеюсь, рано или поздно он поймет, что нам тут всем приходится мириться с неприятными условиями.
Мы противостоим такой могущественной организации и находимся в такой агрессивной среде, что ни для кого не вариант просто комфортно устроиться. Лая в бегах, живет в моем карманном измерении совершенно одна, без шанса даже на нормальную жизнь в нормальном мире, в живой ветке. Я вообще начал серьезно рассматривать вариант с отвязкой от времени, чтобы попытаться докопаться до истины и остановить убийство выживших, так что находиться рядом с Тадмавриэлем — это пытка, да, но Вальдхар — это не худший вариант. Как же я надеюсь, что он это поймет. Да поймет, конечно. Рано или поздно, когда вот знаете, сюда придут какие-то сотрудники, когда все перевернут вверх дном, поймет еще как миленький. Очень крутая подробная серия в плане поезда, синклита, километров, как это устроено у организации, как они пропадают, заново появляются, как это все не смешивается в какую-то поломанную хронологию событий. Очень круто! Но тем не менее, у нас, вот даже я как зритель понимаю, что нечего больше делать. Вот реально, чё кроме отвязки-то? Я очень надеюсь, что в итоге мы там типа что-то придумаем, но это уже будет какая-то грань фантастики, честно говоря. Вот что вы думаете? Напишите об этом в комментариях. Как я буду кормить гусыню? Ты чё, тут одна останешься? Так, ладно, на этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Наконец-то градус накала начал расти. И что будет дальше, узнаем. Но, опять же, не забывайте про ваши лайки. Не пропускайте это мимо ушей. Подпишитесь, чтобы не пропустить будущие серии. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и решение об отвязке. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.